Глава 2246. Жестокая битва. Раздался глухой удар, когда мерцающий золотой кулак яростным ударом разбил лезвие ветра. Сразу после этого Хань Ли появился перед Аасом Се и медленно вытащил один из своих гигантских кулаков. Королева Стимбареров слегка запнулась, увидев это. Это лезвие ветра казалось вполне обычным, но на самом деле оно было наделено огромной силой, и даже среднее духовное сокровище не смогло бы ему противостоять. Анализируя новые способности противника, королева Стимбареров показала на лице задумчивое выражение. «Похоже, я недооценила тебя. Твое физическое тело тоже довольно мощное. Я помню, что среди группы существ в стадии Великого Вознесения, которую я поймала ранее, было демоническое существо с формой, очень похожей на твою. Ты используешь то же самое искусство совершенствования, как он?» — спросила королева Стимбареров. Она полностью игнорировала Даоса Се и Баахуа, решив полностью сосредоточиться на Хань Ли. «Вы, должно быть, имеете в виду священного предка Непана. Мои истинные дьявольские искусства немного отличаются, но наши искусства совершенствования действительно связаны. Я обладаю множеством мощных сокровищ и способностей, но на самом деле мой величайший козырь, так уж сложилось, это мое физическое тело», — сказал Хань Ли, сложив ручную печать каждой из своих 6 рук, от которой по всему его телу появились пурпурно-золотые чешуйки и серебряные узоры. В то же время позади него появилось несколько гигантских проекций истинного духа, прежде чем слиться в одно целое с его телом, и он внезапно превратился в дьявольского небожителя ростом более 10 тысяч футов с бесчисленными рунами, вращающимися вокруг него. Его пурпурно-золотая чешуя затем превратилась в сложную пурпурно-золотую броню с бесчисленными рунами, выгравированными на ее поверхности, и она излучала невероятно устрашающую зловещую ауру. Тем временем крошечная миниатюрная гуманоидная фигурка, внешне идентичная Хань Ли, сидела в его дантяне, а вокруг нее горел слой серебряного пламени. Зарождающаяся душа Хань Ли зажгла основное пламя, которое прожигало его основную силу. В результате его магическая сила и физическое тело будут увеличены вдвое, но он не сможет поддерживать эту форму долго, и последствия определенно будут очень серьезными. Презрительное выражение лица королевы Стимбареров наконец исчезло, когда она увидела это. Это телосложение святой Нирваны старшей расы дьяволов. Подожди, это еще не все. Это мантра утончения сотни меридианов. Как ты можешь обладать секретной техникой с горы сотни совершенств истинного бессмертного царства? Ах. Должно быть, ты получил это искусство совершенствования от предателя с горы сотни очищений, который сбежал в Нижние миры. Хе-хе, даже в этом случае ты не получил никакого руководства от настоящего бессмертного с горы сотни очищений. Ты действительно думаешь, что твое слабое владение этой секретной техникой позволит тебе противостоять мне? Сказала королева Стимбареров с насмешливой усмешкой. В следующее мгновение бесчисленные золотые и серебряные руны появились на поверхности тела королевы Стимбареров, и оно снова резко увеличилось в размерах, чтобы соответствовать огромному росту Хань Ли. Два гигантских существа практически заняли всю подводную пропасть, и оба они испускали чрезвычайно устрашающие ауры. «Я не знаю, смогу ли я противостоять твоему истинному экстремальному телосложению или нет, пока не попробую», — холодно хмыкнул Хань Ли, когда над его 3 головами появился серебряный козырек, оставив открытыми только 6 ярких и пронзительных глаз. Затем он издал оглушительный рев, и из его тела возникли 3 световых шара разных цветов, каждый из которых содержал миниатюрную гору, очень похожую на живую. 3 горы столкнулись друг с другом, образовав один массивный световой шар, и Хань Ли потянулся к световому шару, чтобы вытащить гигантский посох темно-лазурного цвета. Мало того, что посох был чрезвычайно толстым, на его поверхности было выгравировано бесчисленное количество пятицветных духовных узоров, и он казался невероятно тяжелым. Хань Ли схватил гигантский посох, прежде чем бросить холодный взгляд на королеву Стимбареров, а затем злобно замахнулся посохом на своего противника. После удара гигантского посоха возник огромный пространственный разлом, и огромный порыв ветра обрушился с разрушительной мощью. Благодаря 3-й трансформации Нирваны физическое тело Хань Ли уже могло соответствовать телу некоторых могущественных легендарных истинных духов, но теперь, когда он зажег и свое основное пламя, его сила действительно достигла поразительного уровня. Увидев это, глаза королевы Стимбареров слегка сузились, и она подняла пару конечностей, похожих на ножницы, прикрепленных к ее животу, чтобы противостоять массивному опускающемуся посоху. Шар радужного света взорвался с оглушительным грохотом, и вся подводная бездна сильно задрожала, когда мощные ударные волны в бешенстве разразились во всех направлениях. Несмотря на это, Хань Ли и королева Стимбареров оставались неподвижными, как пара неподвижных гор. Как только весь свет наверху погас, выяснилось, что гигантский посох и пара острых конечностей насекомых полностью остановились. Посох не смог опуститься дальше, но пара конечностей тоже смогла его отразить, и казалось, что обе стороны были равны по силе. Хань Ли был весьма ошеломлен, увидев это, и немедленно снова поднял свой посох, прежде чем обрушить шквал атак, посылая бесчисленные проекции посоха в сторону своего противника со всех сторон.
Выражение лица королевы Стимбареров слегка потемнело, когда она увидела это, и она ответила своими многочисленными конечностями, также создав бесчисленные проекции конечностей в окружающем пространстве. Ни один из них не использовал никакой магической силы и просто использовал свою физическую силу. Внезапно из воды вырвалась серия торнадо, и все пространство сильно задрожало, когда возникли бесчисленные тонкие пространственные разломы, в то время как на поверхность поднималась одна массивная волна за другой. Битва между этими двумя гигантскими существами превратила всю подводную бездну в сценарий, напоминающий конец света. Раздался громкий удар, когда посох Хань Ли ударил по спине королевы Стимбареров во время потери концентрации, и она отлетела на высоту более 1000 футов. Однако в следующее мгновение королева Стимбареров издала яростный рев и выстрелила в ответ, как стрела, мгновенно достигнув Хань Ли, прежде чем выпустить в него бесчисленные белые лезвия ветра, используя свои острые придатки. Все эти лезвия ветра были наделены огромной силой и были выпущены на очень близком расстоянии, поэтому Хань Ли был вынужден уворачиваться, чтобы защитить себя. Внезапно из-за шквала лезвий ветра появилась пара девственно-белых кулаков. Они атаковали грудь Хань Ли, прежде чем он успел защититься от яростной внезапной атаки. На пурпурно-золотой броне Хань Ли появились две массивные вмятины, и он отлетел назад, но сумел выпрямиться только после того, как перевернулся несколько раз подряд. Королева Стимбареров немедленно воспользовалась своим преимуществом, взмахнула крыльями и в мгновение ока метнулась вперед, нанося удары острыми конечностями, словно серии смертельных кос. В то же время она протянула одну из своих человеческих рук, чтобы выколоть глаза на центральной голове Хань Ли. Даже несмотря на невероятно мощное тело Хань Ли, он определенно был бы серьезно ранен, если бы эти атаки достигли цели. Однако Хан Ли, похоже, предвидела эту ситуацию, и как только он успокоился, он выпустил свой гигантский посох, который снова превратился в 3 массивные горы, защищавшие его от атак королевы Стимбареров. Острые конечности королевы Стимбареров сверкнули в воздухе, и на поверхности 3 гор мгновенно появились десятки глубоких выбоин. Тем временем человеческая рука королевы Стимбареров резко удлинилась, прежде чем, огибая 3 горы, как молния, продолжила тянуться к глазам Хань Ли. Хань Ли был застигнут врасплох этим хитрым маневром, и было уже слишком поздно предпринимать меры уклонения. Таким образом, он мог только в безумии впрыскивать свою магическую силу в свою серебряную защиту, чтобы выпустить шквал бесчисленных рун, быстро закрывая глаза. Пальцы королевы Стимбареров пронзили поток рун, словно пара игл, а затем со зловещей силой ударили по векам Хань Ли. Хань Ли уже мысленно подготовился к удару, но он все еще чувствовал себя так, как будто ему нанесли удар молотком по лицу, и бесчисленные золотые звезды взорвались в его поле зрения. Несмотря на это, Хань Ли внезапно разразился сердечным смехом, когда 3 гигантские горы внезапно исчезли. В то же время яркий золотой и серебряный свет вспыхнул с поверхности его пурпурно-золотой брони, и бесчисленные серебряные узоры духов отделились от его тела, прежде чем исчезнуть в теле королевы Стимбареров. Королева Стимбареров была весьма встревожена таким поворотом событий и уже собиралась что-то предпринять, когда из воздуха появилась серия толстых серебряных цепей, сковывающих все ее тело. Серебряные цепочки светились и выглядели довольно иллюзорно, как будто они не были материальными объектами. Королева Стимбареров яростно билась, но не смогла вырваться из цепей. При виде цепей в глазах королевы Стимбареров появилось недоверие, и это недоверие быстро сменилось страхом. Это цепи духовных чувств. Но это невозможно. Как ты смог освоить технику очищения духа? Как ты заполучил такое сокровище? Как могла эта секретная техника оказаться в низшем мире? Глава 2247. Цепи духовных чувств и карательная молния. Хань Ли оставался молчаливым и ничего не выражающим, сложив печать каждой из своих 6 рук, прежде чем изменить древнее заклинание. Внезапно серебряные цепи еще сильнее затянулись вокруг королевы Стимбареров. Ну и что, если ты освоил технику очищения духа? Твоего жалкого духовного чувства будет недостаточно, чтобы связать мое истинное экстремальное тело. Королева Стимбареров холодно хмыкнула, когда пятицветные руны появились по всему ее телу, а глаза на 2 демонических головах внезапно распахнулись с угрожающими выражениями на лицах. 2 совершенно незнакомые ауры тут же вырвались из королевы Стимбареров, и колебания ее магической силы, полностью исчезнувшие ранее, начали возникать вновь. При виде трансформации королевы Стимбареров на лице Хань Ли появилось странное выражение, и он сказал что-то, что весьма озадачило королеву Стимбареров. «Я никогда не собирался по-настоящему победить тебя с помощью этой способности. Все, что мне нужно сделать, это заманить тебя в ловушку здесь на короткое время». «Что ты имеешь в виду?» Королева Стимбареров слегка запнулась, прежде чем поспешно смотреть окрестности, но вокруг не было никого, кроме медитирующего даоса Се. Однако, как только ее голос затих, над подводной бездной внезапно раздалась череда раскатов грома. Вспыхнула ослепительная вспышка света, и сверху рухнул пятицветный столб молний, состоящий из бесчисленных дуг молний.
Это карательная молния. Этот старый ублюдок, Хэкан, все еще жив. При виде этого столба молний на лице королевы Стимбареров появилось выражение ужаса и недоверия. Затем она резко покачала тремя головами, и над ее телом всплыл слой чернильно-черного пламени, а черное кристаллическое ядро внутри ее тела начало издавать громкий жужжащий звук. В этой ужасной ситуации королева Стимбареров без каких-либо колебаний решила самостоятельно взорвать собственное кристаллическое ядро. При соприкосновении со слоем черного пламени серебряные цепи быстро начали проявлять признаки плавления, и казалось, что королева Стимбареров вот-вот вырвется на свободу. Однако именно в этот момент раздался оглушительный раскат грома, и пятицветный столб молний с невероятной скоростью обрушился на королеву Стимбареров. Бесчисленные дуги молний переплелись, мгновенно охватив все тело королевы Стимбареров, и раздался пронзительный визг, когда тело королевы Стимбареров быстро превратилось в пепел всего за несколько вдохов. Пятицветный столб молний вспыхнул еще несколько раз, прежде чем внезапно исчезнуть, по-видимому, способный длиться очень короткое время. Высоко в небе над водой гигантский пятицветный глаз, который только что открылся, тоже бесшумно рассеялся. Все небо вернулось в свое мутно-серое состояние, как будто ничего и не произошло. Тем временем изнутри черной чаши, стоявшей на алтаре в таинственном каменном лесу, раздался мучительный стон, и цепи, соединявшие чашу с древними светильниками, вдруг сильно задрожали. Пламя в единственной оставшейся горящей лампе стало еще тусклее, как будто его можно было погасить в любой момент. Это был близкий вызов. Одна только эта атака израсходовала около 90% всего моего оставшегося духовного чутья. Без помощи этого человеческого отродья у меня были бы серьезные проблемы. Мне, наконец, удалось отомстить этой суке. Хе-хе. Держу пари, она никогда не могла себе представить, что я доживу до этих пор, ха-ха. Если подумать, я должен поблагодарить этого человеческого ублюдка. Иначе, кто знает, когда бы я смог отомстить за себя, почти невменяемым смешком прохрипел мужской голос, наполненный одновременно намеком на ненависть и тоску. Между тем, Хань Ли не думал о том, как так легко удалось убить королеву Стимбареров. Вместо этого он яростно корчился на земле, закинув руки за голову, и выл от мучительной боли. Его массивное тело начало быстро уменьшаться, когда его золотое тело было убрано, а его пурпурно-золотая броня быстро снова превратилась в пурпурно-золотые чешуйки, прежде чем полностью исчезнуть. Примерно через 15 минут Хань Ли, наконец, вернулся в свою человеческую форму, затем с трудом поднялся на ноги и энергично потряс своей невероятно тяжелой головой. Мало того, что эта трансформация израсходовала большую часть его основной силы, цепи духовных чувств, которые он проявил, исчерпали почти все его духовные чувства. Прошло очень много времени с тех пор, как он участвовал в такой жестокой битве, и, вспоминая об этом сейчас, в его сердце все еще оставался намек на страх. «С тобой все в порядке, брат Се?» — спросил Хань Ли хриплым голосом, взглянув на медитирующего даоса Се. «Со мной все в порядке, мне просто нужно немного времени, чтобы отдохнуть, но я не смогу сражаться в течение следующих нескольких месяцев. В противном случае мое тело получит непоправимый ущерб», — ответил даос Се, медленно открывая глаза. «Я понимаю. Как насчет того, чтобы ты зашел в мой браслет духовного зверя, чтобы отдохнуть и восстановить силы, а я позабочусь обо всем здесь», — предложил Хань Ли. «Это хорошая договоренность. У меня сейчас даже нет достаточно сил, чтобы защитить себя, поэтому я буду только помехой для тебя», — согласился даос Се после лишь короткого момента размышления. Затем он немедленно наложил ручную печать, и серебряный свет хлынул на его тело, когда он быстро превратился в миниатюрного золотого краба размером с ладонь. Хань Ли махнул рукавом в сторону золотого краба, выпустив вспышку пятицветного света, которая превратила краба в замысловатый браслет духовного зверя. После этого он бросил взгляд в определенном направлении и сказал: «Уважаемая даос Баахуа, вы наблюдаете там уже довольно долгое время. Пришло время вам проявить себя, не так ли? Несмотря на то, что вы потратили много времени. Если у вас есть энергия, чтобы раскрыть эту секретную технику, я уверен, что сейчас вы все еще не совсем беззащитны». В этом направлении вспыхнули пространственные колебания, и появилась чрезвычайно бледная Баахуа с кривой улыбкой на лице. «Твое духовное чутье действительно намного превосходит всех нас, брат Хань. Однако я боюсь, что ты неправильно оценил мое состояние. У меня действительно осталось не так уж много магической силы, и я смогла только раскрыть эту секретную технику сокрытия с помощью талисмана, подаренного мне хорошим другом». Когда Баахуа бросила взгляд на Хань Ли, ее глаза были полны настоящего изумления. Было ясно, что сила, проявленная Хань Ли во время его битвы против королевы Стимбареров, заставила ее понять, что она уже не может ему противостоять. Таким образом, хотя на первый взгляд она казалась довольно спокойной, внутри она крайне настороженно относилась к Хань Ли. «Я уверен, вы знаете, что это не я убил королеву Стимбареров. Кто-то другой вмешался, чтобы нанести смертельный удар», — сказал Хань Ли, покачав головой, затем вызвал пузырек, опрокидывая его.
Из пузырька выпали несколько зеленых таблеток, которые он проглотил одним глотком. Может быть, это и правда, но если бы ты не поймал королеву Стимбареров с помощью своей невероятной способности, эта карательная молния определенно не смогла бы ее убить. Кстати говоря, кто именно высвободил эту молнию? Он не только знал обо всем, что здесь происходило, но и смог передать свой голос непосредственно нам двоим. Без этой передачи голоса мы бы, скорее всего, уже сбежали бы, спасая свои жизни. Баахуа задумалась, нахмурив брови. Я тоже впервые общаюсь с этим существом. Однако, учитывая, что он смог выпустить такую страшную молнию, он определенно не существо из нижних миров. Кроме того, он также находится в исходном запечатанном месте. И, кажется, очень хорошо знаком с ситуацией, в которой оказалась королева Стимбареров. Я уверен, что его личность теперь совершенно очевидна. Наверняка кто-то столь умный, как вы, уже пришел бы к такому же выводу, усмехнулся Ханли. Похоже, тогда наши выводы очень похожи. Этот человек, скорее всего, один из истинных бессмертных, которые запечатали королеву Стимбареров. В противном случае всему этому нет разумного объяснения. Однако эта королева Стимбареров, похоже, не была той же самой, что и раньше. Душа внутри ее тела, казалось, была очень хорошо знакома с царством истинных бессмертных. Может ли быть так, что ее тело было одержимо душой другого истинного бессмертного? Баахуа размышляла с озадаченным выражением лица. Ханли тоже начал с задумчивым выражением лица поглаживать свой подбородок. «Если хочешь знать правду, нанеси мне визит, и все откроется». В воздухе над пропастью внезапно раздался спокойный и доброжелательный мужской голос, и это был не что иное, как голос, переданный им двоим ранее. Выражение лиц Ханли и Баахуа слегка изменилось, когда они услышали это, и они быстро обменялись настороженными взглядами. «Похоже, вы двое все еще мне не доверяете. В любом случае, королева Стимбареров уже мертва, и это пространство, созданное с использованием ее силы, скоро рухнет, так что вы все равно скоро встретитесь со мной». Мужчина усмехнулся. По-видимому, его совершенно не беспокоили колебания Ханли и Баахуа. Сердце Баахуа дрогнуло, когда она услышала это, и она поспешно спросила: «Что вы имеете в виду, старший?» Однако мужской голос полностью оборвался, и все окружающее пространство вновь погрузилось в тишину. Почти в тот же момент со дна бездны раздался глухой грохот, и окружающая морская вода начала сильно подниматься. Это место действительно вот-вот рухнет. Похоже, этот человек не лгал. Выражение лица Баахуа сразу же потемнело, когда она увидела это. Глава 2248. Ограниченная техника царства истинных бессмертных. Брови Ханли слегка нахмурились, когда он быстро бросил взгляд на место, где только что была убита королева Стимбареров, а затем внезапно сделал хватательное движение. В этом направлении возникли пространственные колебания, и черная бусина размером с большой палец возникла из воздуха и полетела в руки Ханли. Это Баахуа слегка запнулась и собиралась что-то сказать, но тут вся пропасть начала рушиться. Бесчисленные белые пространственные разломы быстро появились в окрестностях, и они расширялись со скоростью, заметной невооруженным глазом. Выражение лица Баахуа резко изменилось, когда она призвала свою заветную пластину Духа Феникса, но как только она начала светиться малиновым светом, пронесся взрыв своеобразных энергетических колебаний, и пластина формирования немедленно снова потускнела. «Похоже, этот человек действительно лишил нас возможности покинуть это место», сказала Баахуа с мрачным выражением лица. Этого и следовало ожидать. Похоже, он был полон решимости удержать нас здесь с самого начала, спокойно ответил Ханли. Баахуа холодно хмыкнула и уже собиралась что-то сказать, когда серый свет сошелся к ним со всех сторон, и на них опустилась размытая световая формация. Выражение лица Ханли и Баахуа слегка изменилось, когда они увидели это, но ни один из них не пытался сопротивляться или уклоняться. Световое образование вспыхнуло, и они оба мгновенно исчезли на месте. Почти в тот же момент вся пропасть полностью рухнула под сокрушительный грохот. Придя в себя, Ханли обнаружил, что стоит перед малиновым алтарем высотой более 100 футов. Прямо рядом с ним стояла Баахуа, которая тут же с мрачным выражением лица начала осматривать окрестности. На алтаре стояла чернильно-черная чаша, окруженная 8 массивными медными столбами, на каждом из которых стояла старинная малиновая лампада. Кажется, это чрезвычайно глубокое древнее ограничение, выполняющее ту же функцию, что и древняя печать, пробормотала Баахуа, когда в ее глазах появилась вспышка узнавания. Я не думал, что кто-то из низшего царства узнает эту форму запирания душ 8 истоков. Вы правы, эта формация действительно тесно связана с печатью, которая поймала королеву Стимбареров. На самом деле, это не так. Неверно говорить, что это миниатюрная версия этой печати, снова раздался знакомый мужской голос. Ханли и Баахуа сразу же сосредоточили взгляд на черной чаше на алтаре, откуда доносился мужской голос. «Вы слишком добры, старший».
Я смогла заметить сходство только потому, что однажды охраняла печать в течение длительного периода времени. С точки зрения мастерства в искусстве построений уважаемый Даос Хань намного превосходит то, что я вижу здесь, сказала Баахуа со слегка натянутой улыбкой. Я вижу, что ваша раса не забыла мои наставления и все эти годы делала все возможное, чтобы сохранить эту печать. Я вполне доволен вашими усилиями, сказал мужчина. Значит, ты действительно один из истинных бессмертных, запечатавших королеву стимбареров. Баахуа уже догадалась, что это правда, но все равно была ошеломлена, услышав подтверждение своих подозрений. Хе-хе, я тоже не думал, что останусь в этом нижнем царстве так долго и доведу себя до такого плачевного состояния. Вы внесли весьма значительный вклад в искоренение этой королевы стимбареров, так что вот награда за ваши усилия. Мужской голос усмехнулся, когда крышка чаши поднялась, и изнутри вылетел какой-то предмет. Услышав это, на лице Баахуа появилось восторженное выражение, и она сразу поймала предмет, прежде чем сосредоточить на нем взгляд, после чего обнаружила, что это была обычная желтая деревянная заколка для волос с грубой поверхностью, которая даже была покрыта несколькими трещинами. Однако, как только она поймала заколку, в ее тело мгновенно хлынул прилив прохладной энергии, пройдя через все ее меридианы и поразив все ее тело неописуемо теплым и комфортным ощущением. Это золотой янский лес. Спасибо за драгоценный подарок, старший. Глаза Баахуа расширились, когда она сразу же глубоко поклонилась чаше, и даже ее голос начал слегка дрожать. Это золотое дерево Ян не так уж и ценно в царстве истинных бессмертных, но оно идеально подходит для вашей нынешней ситуации. Благодаря питанию из этой шпильки все ваши хронические травмы будут полностью исцелены. Хорошо, я пошлю вас отсюда. Прямо сейчас, сказал мужчина спокойным голосом. Баахуа слегка запнулась, услышав это, но прежде чем она успела среагировать, вспышка черного света вспыхнула на поверхности чаши, и небольшое световое образование появилось под ногами Бааху, мгновенно телепортировав ее прочь. Таким образом, Хань Ли остался единственным, кто остался стоять перед алтарем. Его глаза слегка сузились, но он молчал, оценивая черную чашу издалека. «Ты очень храбрый человек. Ты не боишься, что я нападу на тебя теперь, когда ты один?» Мужчина усмехнулся. «Если бы вы действительно питали ко мне какую-то неприязнь, то вы бы не помогли мне убить королеву стимбареров и не телепортировали меня в это место», ответил Хань Ли со спокойной улыбкой. «Ты не совсем прав, но ты действительно прав, говоря, что я не испытываю к тебе никакой неприязни. Я телепортировал вас обоих сюда, чтобы вы не погибли в этом разрушающемся пространстве, но на самом деле я хотел только увидеть тебя. Позвольте мне спросить тебя, ты освоил технику очищения духа?» — спросил мужчина. Сердце Хань Ли слегка дрогнуло, когда он услышал это, и он спросил. «Вы узнали об этом после того, как услышали, что сказала королева стимбареров перед ее смертью? Не нужно быть таким подозрительным, я уже обнаружил, что ты освоил технику очищения духа через формацию здесь, как только ты вошел в подземный дворец. Знаешь ли ты, чем я занимался в царстве истинных бессмертных? Я был патрулирующим бессмертным посланником. Поэтому никто не сможет скрыть особые колебания духовных чувств, возникающие в результате освоения техники очищения духа, беспечно сказал мужчина. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он услышал это. Почему патрулирующие посланники царства истинных бессмертных так зациклены на том, кто развивает эту технику? Я действительно не знаю, повезло тебе или крайне не повезло, что ты смог овладеть этой техникой очищения духа до второй стадии. Техника очищения духа является ограниченной техникой во всех наших бессмертных регионах, и хотя нет конкретных законов, запрещающих это, все те, кто, по данным крупных держав, развил эту секретную технику, будут выслежены и убиты любой ценой, сказал мужчина холодным голосом. Выражение лица Хань Ли слегка потемнело, когда он услышал это, и он спросил. «Почему? Что-то не так с техникой очищения духа? Хе-хе, ты знаешь, сколько бессмертных областей существует в царстве истинных бессмертных? Даже если не принимать во внимание все изолированные и незначительные области, существуют тысячи и тысячи бессмертных царств. Техника очищения духа была изобретена десятки миллионов лет назад. И из-за ее необычайных эффектов усиления духовных чувств бесчисленное количество людей практиковали эту технику. Однако вскоре после этого едва ли кто-то во всех бессмертных регионах осмеливался развивать эту технику, а те, кто это делал, почти постоянно находились в уединении, сказал мужчина со вздохом. Хан Ли был очень заинтригован, узнав причины этого, но не задавал никаких вопросов, так как знал, что этот человек в свое время даст объяснение. И действительно, после короткой паузы мужчина продолжил. Причина этого в том, что все те, кто практиковал технику очищения духа, в конечном итоге сошли с ума и погибли, так как не смогли подавить своих внутренних демонов. В этом безумном состоянии они теряют сознание и весь свой разум. Они становятся чрезвычайно кровожадными, и это состояние необратимо, создавая катастрофу, которая почти уничтожила половину всего царства истинных бессмертных.
Конечно, нет недостатков бессмертных, которые не смогли устоять перед искушением и тайно культивировали эту технику. Но все они без исключения были задержаны после того, как были обнаружены патрулирующими посланниками, такими как я. Даже истинные бессмертные не способны усовершенствовать эту секретную технику. Неужели никому не удалось сломать шаблон и полностью овладеть этой техникой? Спросил Хань Ли с мрачным выражением лица. По своей сути, техника очищения духа — это техника, которая стимулирует скрытый потенциал духовного чувства человека, радикально его усиливая. Тот, кто изобрел ее, был чрезвычайно известной личностью в нашем царстве истинных бессмертных, и для других это определенно непростая задача. Было изобретено несколько других секретных техник духовного чувства, основанных на технике очищения духа, и все они намного безопаснее, чем техника очищения духа, но они, очевидно, работают далеко не так эффективно. Что касается того, кто когда-либо полностью овладел этой секретной техникой, то такие были, и было их немало. Однако все они столкнулись с некоторыми чудесными возможностями. В противном случае их окончательная судьба не была бы другой, сказал мужчина серьезным голосом. Так что это означает, что тем, кто непреднамеренно развивает технику совершенства духа в царстве истинных бессмертных, придется либо скрываться, либо вообще отключить эту способность. Пробормотал Хань Ли про себя, нахмурив брови. Хе-хе, ты думаешь, что сможешь отключить эту технику? Если бы было так легко вырваться из лап техники, то она не была бы внесена в список ограниченных техник. Глава 2249. Информация от истинного бессмертного. Как только ты начнешь развивать эту секретную технику, остановка на полпути не будет вариантом. Если на твоем нынешнем уровне ты не достигнешь третьей стадии техники очищения духа в течение 10 тысяч лет, твой разум не сможет вместить твое огромное духовное чувство, и ты умрешь от самовзрыва. Увы, но твоя судьба будет предрешена, даже если ты заранее овладеешь чем-то другим, холодно усмехнулся мужчина. По крайней мере, у меня еще есть 10 тысяч лет, чтобы найти решение. Если подумать, разве в технике очищения духа всего 3 стадии? Спросил Хань Ли. Он, естественно, не собирался слепо верить всему, что ему говорили, и сразу определил что-то подозрительное. Мужчина слегка запнулся, услышав это, прежде чем внезапно осознал. Кто сказал тебе, что техника очищения духа имеет только 3 стадии? Ах, я понимаю, ты, должно быть, освоил только первую половину метода совершенствования техники очищения духа. На самом деле всего есть 7 стадий, ты освоил только первые 2 этапа, так что тебе еще предстоит пройти долгий путь. Спасибо, что рассказали мне это, но у вас случайно нет метода совершенствования для второй половины? Спросил Хань Ли. Техника очищения духа не совсем редкое искусство совершенствования в царстве истинных бессмертных, но и определенно не очень распространенное. Кроме того, торговля и обучение искусству совершенствования строго запрещены, и я патрулирующий посланник, поэтому, к сожалению, у меня нет второй половины секретной техники. Однако не стоит слишком беспокоиться. Пока ты сможешь освоить третью стадию, у тебя будет еще около 30-40 тысяч лет, прежде чем ты столкнешься с этим кризисом духовного чувства. С твоими способностями этого времени должно быть более чем достаточно, чтобы подняться в истинное царство бессмертных и найти там решение, многозначительно ответил мужчина. Вы говорите, что восхождение в царство истинного бессмертного звучит как простая задача. Если бы это действительно было так, не было бы так много собратьев-даосов, застрявших на стадии Великого Вознесения, сказал Хань Ли с кривой улыбкой. Ха-ха, ты, кажется, забыл, что разговариваешь с настоящим бессмертным. Если ты получишь мою помощь, твои шансы на вознесение увеличатся как минимум на 20%, усмехнулся в ответ мужчина. Хань Ли на мгновение помолчал, прежде чем ответить. Я уверен, что у меня действительно будет больше шансов вознестись под вашим руководством, но вы, конечно же, вызвали меня сюда не только для того, чтобы помочь мне, старший. Ты умный человек. Действительно, если бы ты был для меня бесполезен, я бы все равно помог тебе убить эту королеву стимбареров, но я бы определенно не стал изо всех сил телепортировать тебя сюда. Я сделал это потому, что я хочу, чтобы ты мне кое в чем помог. А взамен я предоставлю тебе методы, позволяющие как можно быстрее овладеть третьей стадией техники очищения духа, а также преодолеть твои бессмертные невзгоды. Что ты сделаешь? Будешь думать. Мужчина сделал прямое предложение. Хань Ли не удивился, услышав это, и спокойно спросил. Разве такой священный предок, как уважаемая Даос Баахуа, не была бы более подходящим человеком, чтобы помочь вам? Почему это должен быть я? Хе-хе, если бы какое-нибудь обычное существо стадии Великого Вознесения Нижнего Царства могло мне помочь, тогда я бы не был заперт здесь на столько лет, усмехнулся мужчина. Так что же именно делает меня особенным? Спросил Хань Ли с серьезным выражением лица.
Я заинтересовался тобой именно потому, что ты освоил технику очищения духа. Даже если бы существовало другое существо из низшего царства Великого Вознесения, которое было бы в несколько раз более могущественным, чем ты, оно все равно не помогло бы мне, пояснил мужчина. Хань Ли был весьма озадачен, услышав это. Вы заинтересованы во мне, потому что я освоил технику очищения духа? Правильно. Я еще не описывал тебе свою ситуацию, но уверен, что ты пришел к каким-то выводам на основе того, что видишь здесь, вздохнул мужчина. Я должен попросить вас просветить меня, старший. Действительно ли королева Стимбареров, которую мы только что убили, больше не содержала своей первоначальной души? Конечно, если это касается какой-то конфиденциальной информации, то вам не обязательно говорить мне, осторожно спросил Хань Ли после небольшой паузы. Я бы предпочел не вспоминать о тех прошлых событиях, но не помешает рассказать тебе, что произошло. Тогда королева Стимбареров сеяла хаос в Нижних мирах, и после этого это было доведено до сведения бессмертных посланников нашего истинного бессмертного царства. Тогда меня послали с другим патрулирующим посланником, чтобы вместе искоренить это. Бессмертным, таким как мы, довольно сложно спуститься в Нижние миры, но мы смогли сделать это с помощью некоторых особых методов. Таким образом, человек начал свой рассказ. Это была чрезвычайно редкая возможность даже для этапа Великого Вознесения услышать переживания настоящего бессмертного, поэтому Хань Ли, естественно, слушал очень внимательно. Как раз в тот момент, когда мы собирались убить королеву Стимбареров, внезапно и чрезвычайно несвоевременно разразился мощный пространственный шторм, затронувший все миры, и в результате мы были серьезно ослаблены силой миров, которые мы держали под контролем, используя сокровища и секретные техники. В результате ситуация тут же изменилась, и мы были почти сожраны королевой Стимбареров. В конце концов, нам не оставалось ничего другого, как использовать бессмертную секретную технику, чтобы самоподорвать и серьезно ранить королеву Стимбареров. После этого мы больше не могли убить королеву Стимбареров, и мы могли обладать только парой высокоуровневых дьявольских существ, а затем построить эту огромную печать, прежде чем давать инструкции по сохранению этой печати в будущем. Следуя пространственному шторму, мы обнаружили, что потеряли всякий контакт с истинным царством бессмертных и больше не сможем вернуться, используя первоначальный метод. Таким образом, мы выдавали себя за дьявольских существ в стадии Великого Вознесения и исследовали некоторые из наиболее известных нижних миров. Во время этого процесса мы обнаружили, что пространственный шторм затронул все миры, в результате чего сила границ между мирами увеличилась почти в 10 раз, поэтому мы не смогли найти способ вернуться в истинное царство бессмертных. Таким образом, мы могли только вернуться в это место и создать эту небольшую формацию, в которой могли бы жить наши души. В то время мы могли только надеяться, что некоторые из наших хороших друзей в царстве истинных бессмертных подумают о нас и попытаются спуститься в это царство, чтобы спасти нас. Мы просыпались примерно раз в тысячелетие, но каждый раз нас встречало разочарование. Со временем моя спутница начала впадать в отчаяние, и у нас было несколько споров, после которых она внезапно ограничила меня и запечатала мою душу в этой чаше. Когда он говорил, в голосе мужчины прокрадывалась нотка ярости. После этого она взяла прозрачные нефритовые лампы, которые поддерживали наши души, и нашла запечатанную королеву Стимбареров. Что касается того, что произошло после этого, я уверен, что вы уже могли бы сказать, увидев эту королеву Стимбареров. Если бы я предусмотрительно этого не сделал, чтобы сохранить прозрачную нефритовую лампу для себя, то моя душа уже рассеялась бы бесчисленное количество лет назад. Что касается того, почему она это сделала, я предполагаю, что она хотела достичь истинного экстремального тела, одолжив тело королевы Стимбареров, а затем попытаться заставить ее проложить путь через силу миров и возвращение в истинное царство бессмертных. Конечно, возможно, у нее были и какие-то другие намерения, но это лежит за пределами моего знания, вздохнул мужчина. Так вот почему вы все это время были здесь в ловушке. Вы просите мою помощь, чтобы помочь вам вырваться из этой чаши, старший? Хань Ли спросил спокойно, хотя в его голове проносились бесчисленные мысли. Хе-хе, за все эти прошедшие годы я уже снял печать с этой чаши черного сандалового дерева и восстановил большую часть своей свободы. В противном случае я бы не смог помочь вам двоим прямо сейчас. Что мне нужно, чтобы вы сделали? Это использовать свое мощное духовное чутье, чтобы помочь мне активировать талисман. Как только талисман будет активирован, он сможет отправить сообщение моему хорошему другу в царстве истинных бессмертных. Я уверен, что благодаря нашей тесной дружбе он обязательно сделает все, что в его силах, чтобы меня спасти, серьезно сказал мужчина. У вас есть талисман, который может напрямую связаться с царством истинных бессмертных. Хань Ли был очень ошеломлен, услышав это. Обычные талисманы, естественно, не были бы способны на это, но этот мой талисман был создан известным бессмертным лордом царства истинных бессмертных, и их существует очень мало. Вдобавок ко всему, средний низкосортный бессмертный не обладал бы достаточным духовным смыслом, чтобы активировать этот талисман, поэтому я сейчас обращаюсь к тебе, Даос Хань, сказал мужчина смиренным голосом.
Значит, вы говорите, что с улучшением техники очищения духа мое духовное чувство станет достаточно сильным, чтобы активировать этот талисман? Спросил Ханли, нахмурив брови. Твое духовное чувство в несколько раз сильнее, чем у других существ с той же базы совершенствования, но ему все еще не хватает по сравнению с моим духовным чувством, когда я был в расцвете сил. Только после того, как ты освоишь третий этап техники очищения духа, появится шанс для тебя добиться этого, ответил мужчина. Глава 2250. Помощь. Мне нужно освоить третий этап техники очищения духа. Это будет непростая задача. Когда я совершенствовал второй этап, я уже исчерпал все свои ресурсы. Было бы не очень правдоподобно ожидать, что мне предстоит совершить еще один прорыв за короткое время, сказал Ханли, нахмурив брови. Я был свидетелем твоей битвы против королевы Стимбареров во время построения, и я вижу, что твое физическое тело не менее мощное, чем у глубоких бессмертных, поэтому под моим руководством овладеть третьим этапом техники очистки духа будет не так сложно, как ты думаешь. Я никогда раньше не практиковал эту технику, но, будучи патрулирующим посланником, я задержал нескольких людей, которые практиковали эту технику, и узнал от них несколько секретных советов и приемов, уверенно сказал мужчина. Даже в этом случае это все еще довольно сложное предложение. Мне придется подумать о том, хочу ли я продолжать прогрессировать в этой секретной технике. В конце концов, я не хочу автоматически становиться врагом общества, если когда-нибудь поднимусь на уровень царства истинных бессмертных в будущем, сказал Ханли с кривой улыбкой. Я понимаю, что ты все еще немного скептически относишься к моим утверждениям. Ничего страшного, даже если ты не продолжишь развивать технику очищения духа, ты начнешь замечать некоторые отклонения в своем уме максимум через 1000 лет, и тогда ты вернешься, чтобы найти меня. Что касается вознесения в царство истинных бессмертных, тебе не кажется, что еще слишком рано думать об этом? Я думаю, более практично подумать о том, как ты можешь выбраться из своего текущего затруднительного положения, равнодушно сказал мужчина, не выказывая никакого намерения принуждать Ханли к решению. Ханли долго молчал, прежде чем, наконец, ответить. «Спасибо за понимание, старший. Это очень важный вопрос, который повлияет на остальную часть моего совершенствования, поэтому мне нужно быть немного осторожным. Я подумаю. Все дела я доведу до конца и свяжусь с тобой, как только смогу. Перед этим я хотел бы кое о чем тебя спросить». Мужчину не удивил ответ Ханли, и он спросил. «А что еще ты хочешь знать?» «Я хочу точно знать, что такое царство истинных бессмертных», — сказал Ханли. «Хе-хе, тебе еще слишком рано думать об царстве истинных бессмертных, но если ты действительно хочешь это знать, я могу раскрыть тебе некоторые детали перед твоей бессмертной скорбью. На данный момент я могу только сказать тебе, что это огромное место. Только попав туда, ты поймешь, насколько огромны бессмертные регионы. Даже если бы бессмертный путешествовал всю свою жизнь, у него не было бы возможности полностью исследовать даже самые обычные бессмертные регионы. Таким образом, даже несмотря на то, что ты овладел техникой очищения духа, тебе вряд ли придется столкнуться с патрулирующими посланниками, такими как я, если только ты не отправишься в крупные города бессмертных регионов. Так что ты все равно в полной безопасности, ответил мужчина. Теперь я с еще большим нетерпением жду вознесения в царство истинных бессмертных, сказал Ханли с улыбкой. Ресурсы и сокровища совершенствования в царстве истинных бессмертных гораздо более обильны и превосходны, чем в нижних мирах. В противном случае я бы не замышлял так отчаянно вернуться туда. Хорошо, поскольку ты не желаешь принять мое предложение, я больше не буду держать тебя здесь. Я не хочу быть никому обязанным, так что ты можешь получить это в качестве компенсации за то, что помог мне убить королеву Стимбареров. Как только его голос затих, из чаши вылетела полоса белого света. Ханли быстро направил свое духовное чутье к объекту, прежде чем сделать схватывающее движение, чтобы взять его в свои руки, после чего он обнаружил, что это был полупрозрачный нефритовый осколок, тонкий, как бумага, с золотыми и серебряными рунами, выгравированными по всей его поверхности. Эти руны представляли собой не что иное, как серебряный текст со скошенной кромкой и текст золотой печати. Это талисман, который я принес с собой из царства истинных бессмертных, и он содержит каплю пурпурной эссенции юнь, которая очень ценна даже в царстве истинных бессмертных. Этого должно быть достаточно, чтобы восполнить необходимую силу, которую ты израсходовал, зажигая твое основное пламя, объяснил мужчина. Ханли был в восторге, почувствовав бессмертную духовную ци, исходящую от нефритового осколка, которая полностью отличалась от обычной духовной ци, и он немедленно сложил кулак в благодарном приветствии. «Теперь ты можешь идти. Возвращайся ко мне, когда решишь продолжить развитие техники очищения духа». Как только голос мужчины затих, под ногами Ханли появилось образование серого света, и он был телепортирован из этого пространства. Ты не можешь просто прекратить развивать эту секретную технику.
В моей нынешней ситуации мне нужно будет лишь ненадолго впасть в спячку, прежде чем ты вернешься ко мне, размышлял мужской голос после короткого молчания. Сразу после этого весь алтарь сильно затрясся, и 8 окружающих медных столбов также громко загрохотали, когда под всем каменным лесом появилось гигантское образование. Внезапно каменный лес, медные колонны и жертвенный алтарь внезапно исчезли, оставив всю территорию снова совершенно пустой. Год спустя молодой человек в черной мантии сидел в медитации на гигантской скале, расположенной на вершине массивной горы недалеко от края первоначально запечатанного места. Спустя долгое время молодой человек внезапно открыл глаза, и в его зрачках вспыхнул слабый фиолетовый свет. «Почему он здесь?» Пробормотал молодой человек, и на его лице появился намек на настороженность. Спустя несколько мгновений полоса лазурного света явственно приблизилась издалека и достигла гигантской горы всего после нескольких вспышек. Вы пунктуальный человек, коллега Даос Юань-Янь. Вы появились здесь на 4 часа раньше оговоренного времени. Лазурный свет потускнел, и показался молодой человек лет 20, который смотрел вниз со слабой улыбкой. Молодым человеком был никто иной, как Хань Ли, а молодой человек в черной мантии был Юань-Янем, одним из 3 дьявольских патриархов. Я не помню, чтобы соглашался встретиться с вами здесь. Где Баахуа? Подождите, не говорите мне, что именно она это подстроила. Сказал Юань-Янь холодным голосом. Друг Даос Баахуа в настоящее время должна находиться в долине нефритовых облаков. Я пришел сюда по ее просьбе составить вам компанию на короткое время, уважаемый Даос, прямо сказал Хань Ли. Выражение лица Юань-Яня слегка потемнело, когда он услышал это, но, к удивлению Хань Ли, он остался совершенно спокойным, сказав: «Долина нефритовых облаков — это место, где Лю Цзи временно проживает, чтобы оправиться от травм. Итак, Баахуа действительно решила вернуть себе положение матриарха. В этом случае Нипан, скорее всего, также столкнется с некоторыми препятствиями. Среди всех существ в стадии Великого Вознесения в иностранных королевствах единственный, кроме вас, кто может остановить Нипана, скорее всего, это старик Медная Ворона. Какие льготы Баахуа предоставил вам, чтобы заручиться вашими услугами? Я не знаю, кто сейчас занимает Нипена, но я предполагаю, что это также старик Медная Ворона. Что касается льгот, я действительно получил некоторые вещи. В противном случае я бы не хотел сталкиваться с таким дьявольским патриархом, как вы, неторопливо ответил Хань Ли. Я слышал, что, хотя в убийстве королевы Стимбареров участвовало несколько человек, наибольший вклад внесли именно вы. Похоже, что ваши силы, по крайней мере, сравнимы с такими, как я, после того, как вы достигли стадии Великого Вознесения. Однако, вы действительно думаете, что сможете остановить меня, если я буду настаивать на том, чтобы уйти? Пока он говорил, в глазах Юань-Яня появился холодный свет. Я действительно в некоторой степени способствовал смерти королевы Стимбареров, но я бы определенно не осмелился объявить себя главным виновником. Что касается того, смогу ли я остановить вас, почему бы вам не попробовать и выяснить? Хань Ли безразлично подстрекал. Выражение лица Юань-Яня потемнело еще больше, когда он услышал это, и в его глазах появилось нерешительное выражение. Спустя долгое время он, наконец, вздохнул и сказал: «В любом случае, именно благодаря Баахуа я смог сбежать от этой печати, поэтому я позволю ей делать то, что ей заблагорассудится только в этот раз. Если она сможет это сделать, то я снова признаю ее одним из 3 дьявольских патриархов, но если она потерпит неудачу, то второго шанса я ей точно не дам». Хань Ли, естественно, был очень рад услышать это, и на его лице появилась улыбка, когда он сказал: «Я рад, что вы пришли к такому решению, уважаемый Даос. Если вы не возражаете, почему бы нам не воспользоваться этой возможностью, чтобы обсудить некоторые идеи и опыт совершенствования? Это неплохая идея. Мне также очень интересно услышать о том, как вы смогли стать намного более могущественными после своего прорыва», согласился Юань-Янь после недолгого колебания. Хань Ли кивнул в ответ, затем указал пальцем вниз, и еще один гигантский камень на горе поднялся, а затем тяжело упал обратно на гору недалеко от того места, где находился Юань-Янь. После этого Хань Ли спустился сверху и уселся на скалу. В небе над небольшим островом, находящимся в бесчисленных километрах от него, старик Медная Ворона бесстрастно парил в воздухе. Прямо напротив него стоял красивый молодой человек в полупрозрачных доспехах и смотрел на старика Медную Ворону с холодной враждебностью в глазах. В долине, наполненной яркими зелеными растениями бамбука, было безграничное море тумана, окутывающее всю долину. В центре моря тумана непрерывно раздавалась череда взрывов, и можно было увидеть, как в нем порхают бесчисленные проекции цветочных лепестков.